Эдит Уортон. Эпоха невинности. Книга 2. Глава 19. День был прохладным, с порывистым весенним ветром, несущим тучи пыли. Все пожилые дамы из обоих семейств извлекли на свет свои выцветшие соболя и пожелтевшие горностаи, и запах камфоры, доносившийся из передних скамей, почти заглушал слабый весенний аромат лилий, украшавших алтарь. Ньюланд Арчер по знаку служащего церкви вышел из ризницы и вместе со своим шофером встал на ступеньку предалтарной части Грейс-Чорч. Этот знак означал, что карета с невестой и ее отцом уже показалась в виду, однако в вестибюле неизбежно должна была возникнуть долгая пауза для последних приготовлений и совещаний, где подружки невесты уже порхали, словно букет пасхальных цветов. В течение этого неизбежного промежутка времени жених, в доказательство своего нетерпения, должен был в одиночестве предстать перед взорами собравшихся, и Арчер подчинился этой формальности так же покорно, как и всем остальным, превращавшим нью-йоркскую свадьбу XIX века в ритуал, будто бы зародившийся на заре истории. Все было одинаково легко или одинаково мучительно, смотря как к этому относиться, на пути, который он обязывался пройти, и он выполнял взволнованные указания своего шофера так же благочестиво, как другие женихи слушались его самого в те дни, когда он водил их по тому же лабиринту. До сих пор он был вполне уверен, что выполнил все свои обязательства. 8 букетов подружек невесты из белой сирени и ландыши были доставлены вовремя, равно как и золотые с сапфирами запонки для 8 распорядителей и булавка для галстука шофера с кошачьим глазом. Арчер просидел полночи, стараясь разнообразить слова благодарности за последнюю партию подарков от друзей мужчин и бывших возлюбленных. Гонорары для епископа и ректора благополучно лежали в кармане его шофера. Его собственный багаж уже находился в доме миссис Мэнсон Мингот, где должен был состояться свадебный завтрак, там же находился и дорожный костюм, в который ему предстояло переодеться, и отдельное купе было забронировано в поезде, который должен был увезти молодую пару к неизвестному месту назначения, ведь сокрытие места, где должна быть проведена первая брачная ночь, было одним из самых священных табу этого доисторического ритуала. «Кольцо у тебя, все в порядке?» — прошептал молодой Ван дер Лёйден Ньюланд, который не имел опыта в обязанностях шофера и был трепетно подавлен грузом своей ответственности. Арчер сделал жест, который он видел у столь многих женихов. Обнаженной правой рукой он нащупал карман своего темно-серого жилета и убедился, что маленькое золотое кольцо с гравировкой внутри «Ньюланд, Мэй, апрель, 1870 год» находится на своем месте. Затем, приняв прежнюю позу и зажав в левой руке высокую шляпу и жемчужно-серые перчатки с черной прострочкой, он остановил свой взор на дверях церкви. Над головой торжественно гремел марш Генделя под искусственными каменными сводами, неся на своих волнах блеклые воспоминания о множестве свадеб, на которых он с веселым равнодушием стоял на той же ступеньке алтаря, наблюдая, как другие невесты плывут по проходу навстречу другим женихам. Как похоже на премьеру в опере. Подумал он, узнавая все те же лица в тех же ложах, точнее, на церковных скамьях, и задаваясь вопросом, когда протрубит трубный глас страшного суда, будет ли миссис Селфридж Мэри сидеть там с такими же возвышающимися страусиными перьями на своей шляпке, а миссис Баффорд с теми же бриллиантовыми серьгами и той же улыбкой. И приготовлено ли для них уже подходящее место в ложе Бенуара в ином мире? После этого оставалось еще время, чтобы рассмотреть одно за другим знакомые лица в первых рядах, женские, обостренные любопытством и волнением, мужские, угрюмые из-за необходимости надевать сюртуки перед вторым завтраком и пробиваться с боем к еде на свадебном приеме. Жаль, что завтрак у старой Кэтрин, мог бы представить жених слова Реджи Чиверса. Но мне сказали, что Ловел Мингот настоял на том, чтобы готовил его собственный шеф-повар, так что все должно быть вкусно, если только удастся до этого добраться. И он мог представить, как Силлертон Джексон авторитетно добавляет: «Мой дорогой друг, разве вы не слышали?»
Все будет подано за маленькими столиками по новой английской моде. Взгляд Арчера на мгновение задерживался на левой скамье, где его мать, вошедшая в церковь под руку с господином Генри ван дер Лёйденом, тихо плакала под своей вуалью из шантильского кружева, пряча руки в горностаевую муфту, доставшуюся ей от бабушки. «Бедная Джейни», — подумал он, глядя на сестру. Даже если она свернет себе шею, поворачивая голову, она сможет увидеть только людей на нескольких передних скамьях, а там в основном сидят безвкусно одетые Ньюланды и Даганеты. По эту сторону белой ленты, отделявшей место, зарезервированное для семейств, он увидел Бафорта, высокого и краснолицего, который высокомерно разглядывал женщин. Рядом с ним сидела его жена, вся в серебристой шиншилле и фиалках, а по другую сторону ленты гладко причесанная голова Лоуренца Леферца, казалось, несла караулу невидимого божества хорошего тона, председательствовавшего на церемонии. Арчеру стало любопытно, сколько изъянов острый глаз Леферца обнаружит в ритуале своего божества. Затем он вдруг вспомнил, что и сам когда-то считал подобные вопросы важными. Все то, что раньше заполняло его дни, теперь казалось детской пародией на жизнь или спорами средневековых схоластов о метафизических терминах, которых никто никогда не понимал. Бурная дискуссия о том, следует ли выставлять на показ свадебные подарки, омрачила последние часы перед свадьбой, и Арчеру казалось немыслимым, что взрослые люди могут доводить себя до исступления из-за таких пустяков, и что этот вопрос был решен отрицательно только потому, что миссис Уэлланд со слезами негодования заявила: «С таким же успехом я могла бы пустить в свой дом репортеров». И все же было время, когда у Арчера были определенные и довольно агрессивные мнения по всем этим поводам, и когда все, что касалось манер и обычаев его маленького племени, казалось ему исполненным всемирного значения. А все это время, надо полагать, думал он, где-то жили настоящие люди, и с ними происходили настоящие события. «Идут», — взволнованно прошептал Шафер, но жених знал, что это не так. Осторожное приоткрывание церковной двери означало лишь то, что господин Браун, владелец извозчичьего двора, облаченный в черное своей временной роли служителя церкви, проводил предварительный осмотр места действия перед тем, как выстроить свои силы. Дверь снова мягко закрылась, затем, после еще одной паузы, она величественно распахнулась, и по церкви пронесся шепот «Семья». Первой вошла миссис Уэлланд под руку со своим старшим сыном. Ее крупное розовое лицо было подобающе торжественным, а ее атласное платье сливового цвета с бледно-голубыми боковыми вставками и голубыми страусиными перьями на маленькой атласной шляпке встретило всеобщее одобрение. Но прежде чем она со степенным шорохом уселась на скамью напротив миссис Арчер, зрители уже вытягивали шеи, чтобы увидеть, кто идет за ней. Накануне ходили дикие слухи, будто миссис Мэнсон Мингот, несмотря на свои физические недуги, твердо решила присутствовать на церемонии, и эта идея настолько соответствовала ее азартному характеру, что в клубах делались высокие ставки на то, сможет ли она пройти по главному проходу церкви и втиснуться в сиденье. Было известно, что она настояла на том, чтобы прислать своего собственного плотника для изучения возможности снять торцевую панель передней скамьи и измерить расстояние между сиденьем и передней перегородкой, но результат оказался неутешительным, и в течение одного тревожного дня ее семья наблюдала, как она носилась с планом того, чтобы ее провезли по проходу в ее огромном инвалидном кресле и чтобы она восседала в нем у подножия алтаря. Мысль об этом чудовищном выставлении ее персоны на показ была настолько мучительна для ее родственников, что они готовы были осыпать золотом того изобретательного человека, который внезапно обнаружил, что кресло слишком широкое, чтобы пройти между железными стойками навеса, протянувшегося от дверей церкви до бордюра. Мысль о том, чтобы убрать этот навес и выдать невесту толпе швей и газетных репортеров, которые стояли снаружи, дерясь за право подобраться поближе к стыкам брезента, превосходила мужество даже старой Кэтрин, хотя на мгновение она взвешивала такую возможность.
Да ведь они могут сфотографировать моего ребенка и поместить это в газеты. Воскликнула миссис Уэлланд, когда ей намекнули на этот последний план ее матери, и от этого немыслимого неприличия весь клан отпрянул с коллективным содроганием. Родоначальнице пришлось уступить, но ее уступка была куплена лишь обещанием, что свадебный завтрак состоится под ее крышей, хотя, как говорили родственники с Вашингтон-сквер, имея в легкой доступности дом Уэлландов, тяжело было договариваться с Брауном об особой цене, чтобы тот вез их на другой конец этого захолустья. Хотя обо всех этих событиях было широко доложено Джексонами, азартное меньшинство все еще цеплялось за веру в то, что старая Кэтрин появится в церкви, и температура в зале заметно упала, когда обнаружилось, что ее заменила невестка. У миссис Ловел Мингот был яркий румянец и стеклянный взгляд, свойственный дамам ее возраста и комплекции при попытке втиснуться в новое платье. Но как только разочарование, вызванное отсутствием ее свекрови, утихло, все согласились, что ее черное кружево шантильи поверх лилового атласа с шляпкой из пармских фиалок составляло удачнейший контраст с синесливовым нарядом миссис Уэлланд. Совсем иное впечатление произвела худощавая и жеманная дама, следовавшая за ней под руку с господином Минготтом, в диком беспорядке полос, бахромы и развивающихся шарфов, и когда это последнее видение скользнуло в поле зрения, сердце Арчера сжалось и перестало биться. Он принимал как должное, что маркиза Минсон все еще находится в Вашингтоне, куда она уехала недели 4 назад со своей племянницей, мадам Оленской. Все понимали, что их внезапный отъезд был вызван желанием мадам Оленской уберечь тетю от пагубного красноречия доктора Агафона Карвера, который почти преуспел в том, чтобы завербовать ее в долину любви, и в сложившихся обстоятельствах никто не ожидал возвращения ни одной из дам к свадьбе. На мгновение Арчер замер, устремив взор на фантастическую фигуру Мидоры, силясь разглядеть, кто идет за ней, но маленькое шествие подошло к концу, так как все младшие члены семьи уже заняли свои места, а 8 высоких распорядителей, собравшись вместе, словно птицы или насекомые, готовящиеся к перелету, уже проскальзывали через боковые двери в вестибюль. «Ньюланд, послушай, она здесь», — прошептал Шафер. Арчер вздрогнул и пришел в себя. По-видимому, прошло много времени с тех пор, как его сердце перестало биться, потому что белорозовая процессия уже на самом деле прошла полпути по главному проходу церкви, епископ, ректор и 2 белокрылых помощника парили у усыпанного цветами алтаря, а первые аккорды симфонии Шпора рассыпали свои похожие на цветы ноты перед невестой. Арчер открыл глаза, но неужели они действительно были закрыты, как ему казалось? И почувствовал, что его сердце начинает возвращаться к своей привычной работе. Музыка, аромат лилий на алтаре, видение облака тюля и флёр-д'оранжа, плывущего все ближе и ближе, лицо миссис Арчер, внезапно искаженное счастливыми рыданиями, тихий благословляющий ропот голоса ректора, слаженные движения 8 розовых подружек невесты и 8 черных распорядителей, все эти картины, звуки и ощущения, столь привычные сами по себе, но невыразимо странные и бессмысленные в его новом отношении к ним, путано смешались в его мозгу. «Боже мой», — подумал он, — «а кольцо-то у меня?» И снова повторил судорожный жест жениха. Затем, в одно мгновение, Мэй оказалась рядом с ним, и от нее исходило такое сияние, что оно послало слабое тепло сквозь его оцепенение, и он выпрямился и улыбнулся, глядя ей в глаза. «Возлюбленные мои, мы собрались здесь сегодня», — начал ректор. Кольцо было на ее руке, благословение епископа было дано, подружки невесты замерли, готовые снова занять свое место в процессии, а орган проявлял предварительные симптомы того, что вот-вот разразится маршем Мендельсона, без которого ни одна новобрачная пара еще не появлялась на улицах Нью-Йорка. «Руку, говорю же, подай ей руку». Нервно прошипел молодой Ньюланд, и Арчер снова осознал, что его унесло куда-то далеко в неизвестность. Что же заставило его туда умчаться?
Возможно, промелькнувшая среди безликих зрителей в поперечном нефе темная прядь волос под шляпкой, которая мгновением позже оказалась принадлежащей незнакомой даме с длинным носом, до смешного не похожей на того человека, чье изображение она вызвала в памяти. Арчер даже спросил себя, не становится ли он жертвой галлюцинаций. И вот теперь он и его жена медленно шагали по главному проходу церкви, несомые вперед легкими волнами марша Мендельсона. Весенний день манил их через широко распахнутые двери, а гнедые лошади миссис Уэлланд с большими белыми бантами на налобниках горцевали и красовались в дальнем конце брезентового туннеля. Лакей, у которого на лацкане красовался еще более крупный белый бант, окутал Мэй ее белым плащом, и Арчер запрыгнул в карету рядом с ней. Она повернулась к нему с торжествующей улыбкой, и их руки сплелись под ее вуалью. «Дорогая», — сказал Арчер, и вдруг та же черная бездна разверзлась перед ним, и он почувствовал, что погружается в нее все глубже и глубже, пока его собственный голос продолжал звучать гладко и весело. «Да, конечно, я думал, что потерял кольцо, ни одна свадьба не была бы полной, если бы бедный дьявол-жених не прошел через это. Но ты все-таки заставила меня подождать. У меня было время передумать обо всех ужасах, какие только могли случиться». Она удивила его тем, что прямо посреди Пятой авеню повернулась и бросилась ему на шею. «Но теперь ведь ничего плохого уже не может случиться, правда, Ньюланд, пока мы оба вместе?» Каждая деталь этого дня была продумана настолько тщательно, что у молодой пары после свадебного завтрака осталось более чем достаточно времени, чтобы переодеться в дорожные костюмы, спуститься по широкой лестнице дома Минготтов между смеющимися подружками невесты и плачущими родителями и сесть в карету под традиционным дождем из риса и атласных туфелек. Оставалось еще полчаса на то, чтобы доехать до вокзала, купить в газетном киоске последние еженедельники с видом бывалых путешественников и устроиться в забронированном купе, где горничная Мэй уже разложила ее серо-голубой дорожный плащ и ослепительно новый НССР из Лондона. Старые тетушки Дюлак из Райнбека предоставили свой дом в распоряжение новобрачных с готовностью, которой способствовала перспектива провести неделю в Нью-Йорке у миссис Арчер. И Арчер, рада избежать обычного номера для новобрачных в какой-нибудь гостинице Филадельфии или Балтимора, принял предложение с таким же воодушевлением. Мэй была в восторге от мысли поехать за город и по-детски забавлялась тщетными попытками 8 подружек невесты разузнать, где находится их таинственное убежище. Считалось очень по-английски, когда тебе одалживают загородный дом, и это обстоятельство придавало последний штрих изысканности тому, что единодушно признавалось самой блистательной свадьбой года. Но где находился этот дом, никому не разрешалось знать, кроме родителей невесты и жениха, которые, когда их донимали расспросами, поджимали губы и загадочно говорили: они нам не сказали, что было чистой правдой, поскольку в этом и не было необходимости». Как только они устроились в своем купе, и поезд, оставив позади бесконечные деревянные пригороды, выехал на простор бледного весеннего пейзажа, беседа потекла легче, чем ожидал Арчер. Мэй и по внешнему виду, и по тону оставалась все той же простой вчерашней девушкой, горевшей желанием обменяться впечатлениями о свадебных происшествиях и обсуждавшей их так же беспристрастно, как подружка невесты, болтающая обо всем с распорядителем. Сначала Арчеру показалось, будто эта отстраненность была лишь маской, скрывающей внутреннюю дрожь, но ее ясные глаза выражали лишь самое безмятежное неведение. Она впервые осталась наедине со своим мужем, но ее муж был всего лишь очаровательным вчерашним товарищем. Не было никого, кто нравился бы ей так же сильно, никого, кому бы она доверяла так же безгранично, и главной проказой всего этого восхитительного приключения с помолвкой и замужеством было отправиться с ним вдвоем в путешествие, совсем как взрослая, то есть как настоящая замужняя женщина. Было поразительно, как, в чем он уже убедился когда-то в саду миссии в Сент-Агастине, такая глубина чувств могла уживаться с полным отсутствием воображения.
Но он помнил, когда же тогда она удивила его, мгновенно вернувшись к невыразительной девичьей простоте, стоило лишь ее совести облегчить свое бремя. И он понимал, что она, по всей вероятности, так и пройдет по жизни, справляясь в меру своих сил с каждым переживанием по мере его поступления, но никогда не предвосхищая будущее даже украдкой брошенным взглядом. Возможно, именно эта способность к неведению придавала ее глазам прозрачность, а лицу — сходство скорее с неким типом, нежели с живым человеком, словно ее могли выбрать натурщицей для аллегории гражданской добродетели или греческой богини. Кровь, которая приливала так близко к ее светлой коже, казалось, была скорее сохраняющим бальзамом, нежели разрушительной стихией, и все же ее облик неразрушимой юности не делал ее ни жесткой, ни скучной, а лишь первозданной и чистой. В самый разгар этих размышлений Арчер вдруг поймал себя на том, что смотрит на нее изумленным взглядом незнакомца, и поспешно погрузился в воспоминания о свадебном завтраке и об огромном, триумфальном присутствии на нем бабушки Мингот. Мэй с готовностью переключилась на искреннее наслаждение этой темой. Я была удивлена, впрочем, как и ты, верно? Что тетя Мидора все-таки приехала. Элен писала, что они обе недостаточно здоровы, чтобы перенести это путешествие, как бы мне хотелось, чтобы поправилась именно она. Ты видел то изысканное старинное кружево, которое она мне прислала? Он знал, что этот момент рано или поздно должен наступить, но в какой-то мере воображал, будто силой воли сможет удерживать его на расстоянии. Нет, то есть да, оно было прекрасным, сказал он, глядя на нее невидящим взором и гадая, неужели всякий раз, когда он будет слышать эти два слога, весь его тщательно выстроенный мир будет рушиться вокруг него, подобно карточному домику. Ты не устала? Будет здорово выпить чаю, когда мы приедем. Я уверен, тетушки подготовили все наилучшим образом, затараторил он, беря ее руку в свою, и ее мысли мгновенно унеслись к великолепному чайно-кофейному сервизу из балтиморского серебра, который прислали Бафорты и который так идеально сочетался с подносами и блюдами дяди Лавелла Мингот. В весенних сумерках поезд остановился на станции Райнбек, и они пошли по платформе к ожидавшему их экипажу. Ах, как это ужасно любезно со стороны Ван дер Лёйденов, они прислали своего человека из Скайтерклиффа, чтобы встретить нас, воскликнул Арчер, когда к ним приблизился солидный человек не в ливрее и освободил горничную от сумок. «Мне крайне жаль, сударь», — произнес этот посланник, но у мисс Дюлак произошло небольшое происшествие, утечка в баке для воды. Это случилось вчера, и господин Ван дер Лёйден, узнав об этом сегодня утром, отправил горничную ранним поездом, чтобы подготовить дом патруна. Там будет вполне уютно, думаю, вы сами убедитесь, сударь. К тому же мисс Дюлак прислали своего повара, так что все будет точно так же, как если бы вы остановились в Райнбеке. Арчер уставился на говорящего так растерянно, что тот повторил еще более извиняющимся тоном. «Все будет точно так же, сударь, уверяю вас». И тут раздался звонкий голос Мэй, прервавший неловкое молчание. «Так же, как в Райнбеке. Дом патруна. Да это будет в 100 000 раз лучше, правда, Ньюланд». Это так мило и любезно со стороны господина Ван дер Лёйдена, что он подумал об этом. И когда они поехали, причем горничная сидела рядом с кучером, а их блестящие свадебные сумки покоились на сиденье перед ними, она взволнованно продолжила. «Только представь, я никогда не была внутри, а ты?» Ван дер Лёйдены показывают его столь немногим людям. Но они открыли его для Элен, кажется, и она рассказывала мне, какое это прелестное местечко. Она говорит, это единственный дом, который она видела в Америке, где она могла бы вообразить себя совершенно счастливой. Ну что ж, именно такими мы и собираемся быть, не так ли? Весело воскликнул ее муж, и она ответила своей мальчишеской улыбкой. Ах,
Это только начало нашего везения, того чудесного везения, которое всегда будет с нами вдвоем.